Привет, Оля! Как приятно встретиться в парке. Привет, Саша. Да, здесь так красиво сегодня. Помнишь, как в детстве мы катались на качелях? Конечно. Я всегда боялась упасть, а ты смеялся. А ты помнишь зиму, когда мы лепили снеговика? Да. И потом мы вместе пили горячий чай дома. Моя бабушка тогда испекла пироги с вишней. Очень вкусно было. До сих пор помню этот запах. А наши летние походы к реке тебе нравились? Очень. Мы ловили рыбу и делали шашлыки на костре. Ты всегда рассказывал смешные истории у костра. Спасибо. Знаешь, костер — важная часть нашей культуры. В Сибири, например, часто собираются у костра. Здорово! А я всегда мечтала научиться играть на гитаре. Ты ведь на пианино играешь, помнишь? Да, немного. Часто играла на праздниках в школе. А еще я вспоминаю наши поездки в деревню к дедушке. В деревне все было другое. Воздух свежий, много птиц. У нас был большой сад с яблонями и грушами. Я любил собирать яблоки и класть их в корзинку. Кстати, в России часто варят варенье из яблок. Да, мама всегда делала яблочное варенье осенью. Мы ели его с блинами по воскресеньям. Как это вкусно! Блины с вареньем — любимое блюдо. Ты часто вспоминаешь наше совместное детство? Да, иногда пересматриваю старые фотографии. У меня есть фото, где мы строим шалаш во дворе. Этот день был очень веселым. Мы смеялись до слез. Жаль, что сейчас у детей нет таких игр на свежем воздухе. Да, многие дети сейчас больше играют в телефоне. Ну, такие встречи, как сегодня, важны для воспоминаний. Согласен, Оля. Спасибо, что вспомнила все это со мной. И тебе спасибо, Саша. Будем чаще встречаться. Сергей, а как ты думаешь, можно построить шалаш на дереве? Марина, отличная идея. Это будет весело и интересно. Посмотри, это дерево крепкое. Думаешь, оно подойдет? Да, ствол толстый, ветви сильные. Думаю, выдержит нас. Я всегда мечтала о домике на дереве, как в фильмах. Да, часто показывают такие домики в американских кино. Ну и у нас в России делают домики, особенно на дачах. А какие материалы нам понадобятся? Деревянные доски, гвозди, молоток и, конечно, веревка. Можно еще окна сделать из старых рам, что в сарае. Конечно, они придадут уюта нашему дому на дереве. Ты умеешь пользоваться пилой? Я могу помочь. Я умею, но помощь пригодится. Вместе быстрее справимся. Может, нарисуем план, прежде чем начинать строить? Хорошая мысль.
будет проще представлять результат. Я видела, что некоторые покрывают крышу зеленой тканью. Здорово! Это красиво и хорошо защищает от дождя. Кстати, в Германии есть настоящие гостиницы на деревьях. Правда? Хотела бы там пожить хоть раз. А у нас будет мини-гостиница для нашей семьи. Я бы повесила шторы, чтобы было уютнее. И можно положить старые подушки и плед для комфорта. А как думаешь, у нас получится за один день построить? Думаю, понадобятся выходные. Но начинать можно сегодня. Давай начнем с замера ветвей. Это важно для безопасности. Согласен. Ты принесешь рулетку? Я уже ищу молоток. Хорошо, сейчас принесу. Потом нарисуем план. Договорились? Договорились. Еще возьму карандаш и бумагу для чертежа. Какой замечательный будет день. Спасибо, что помогаешь. Мне самому нравится эта идея. Будем вспоминать детство. Я позову маму посмотреть наш проект. Ей понравится. Конечно. Пусть придет. Может, даст полезный совет. Скоро у нас будет уютный домик прямо на дереве. Извините, вы говорите по-английски? Да, немного. Чем могу помочь? Спасибо. Я туристка. Это остановка автобуса 12? Да, это правильная остановка для автобуса номер 12. Отлично. А в какую сторону он идет? В центр города? Вам нужно стоять здесь. Он приходит с той стороны. Спасибо. А как часто ходит этот автобус? Днем автобусы ходят каждые 10-15 минут. Прекрасно. А сколько времени ехать до центра? Обычно около 25 минут, если нет пробок. Понятно. Где я могу купить билет на автобус? Можно купить у водителя или в киоске рядом. Если покупать у водителя, нужно наличные? Да, обычно оплачивают наличными. Лучше мелочь. Спасибо. А есть какие-то проездные для туристов? Да, есть проездные на день или на неделю. Это удобно. Могу я купить проездной у водителя? Нет, проездной можно купить только в киоске. Поняла. А сколько стоит билет до центра? Один билет стоит 60 рублей. Спасибо большое. На остановке объявляют название? Да, остановки объявляют по-русски и иногда по-английски. Если я пропущу нужную, можно попросить остановиться? Да, просто скажите водителю заранее. А как правильно попросить остановить по-русски? Можно сказать, остановите, пожалуйста, на следующий. Спасибо. В автобусе можно ехать с большим рюкзаком? Да, конечно. Просто не ставьте рюкзак на проход. Понятно. Как долго люди обычно ждут автобус здесь? Как правило, это занимает не больше 15 минут. В Москве есть ночные автобусы?
Да, есть специальные ночные маршруты. Это удобно. Спасибо, вы так помогли. Ваше имя? Я Иван. Приятно познакомиться. Я Эмили. Спасибо, Иван, очень приятно. Пожалуйста, Эмили. Хорошего путешествия в Москве. Привет, Оля. Как дела? Ты что-то выглядишь грустной. Привет, Сергей. Все нормально. Просто думаю о прошлом. О чем именно? Можешь поделиться? Я давно не занималась фигурным катанием. Правда? Ты ведь так любила кататься. Да, это было важно для меня. Я каталась с детства. А почему ты прекратила тренировки? У меня была травма на льду. Упала на тренировке, повредила ногу. Очень жаль. Это было сильно больно. Да, было очень больно. Нужно было долго лечиться. Ты скучаешь по льду и выступлениям? Да, особенно зимой, когда идет снег. А ты ходила на соревнования раньше? Конечно. Я даже участвовала в турнирах. Здорово. В каких городах ты выступала? В Москве, в Санкт-Петербурге и даже в Казани. Это впечатляет. Есть медали или грамоты? Да, есть несколько медалей дома в коробке. Ты хранишь коньки или уже кому-то отдала? Коньки лежат в шкафу. Не могу их выбросить. Понимаю. Вдруг захочешь снова покататься? Может быть, когда нога полностью восстановится. Знаешь, фигурное катание придумали в Голландии. Правда? Я думал, это русский вид спорта. В России фигурное катание очень популярно. Да, все смотрят соревнования по телевизору зимой. Моя мама всегда болеет за наших фигуристов. Ты можешь тренировать детей, если хочешь. Иногда я помогаю в секции для малышей. Это дает много радости, когда вижу их успехи. Главное — не терять любовь к спорту. Спасибо, Сергей. Мне стало легче поговорить. Не за что, Оля. Ты сильная. Все наладится. Катя, почему ты перестала есть мясо? Саша, я решила стать вегетарианкой 2 месяца назад. Это интересно. А что стало причиной? Я посмотрела фильм про животных на фермах. Мне стало жалко животных, поэтому я изменила привычки. Я понимаю тебя, но мне сложно представить жизнь без мяса. Саша, это реально не так сложно, как кажется. А как насчет белков? Откуда ты их получаешь? Я часто ем фасоль, горох, чечевицу и грибы. В овощах и орехах тоже много витаминов. А вкусно ли это? Мне кажется, мясо вкуснее всего. Я нахожу новые рецепты. Овощи можно готовить по-разному. У меня папа охотник.
Мы всегда ели мясо дома. У меня тоже в семье все любят мясо, кроме меня. Но теперь они пробуют мои блюда с овощами. Это здорово, что ты находишь компромисс с семьей. А ты не чувствуешь себя слабой без мяса? Нет, наоборот. Я стала ощущать больше энергии. Интересно, что в России все больше вегетарианцев. Да? Я думал, у нас только мясо и рыбу едят. Нет. Даже в Санкт-Петербурге есть кафе для вегетарианцев. Может быть, когда-то попробую их блюдо. Обязательно. Можно и дома что-то приготовить. Катя, а ты отказалась от рыбы тоже? Да, я сейчас не ем и рыбу. Не знаю. Мне сложно отказаться. Особенно от шашлыка. Я раньше тоже любила шашлык, но теперь мне не хочется. Есть много вкусных овощных блюд для пикника. Возможно, как-нибудь приготовим вместе? С удовольствием. Я могу показать тебе рецепт хумуса. Давай, будет интересно. А мне можно принести сыр? Конечно, можно. Важно, чтобы обед был в радость. Главное — уважать выбор друг друга и делиться новыми идеями. Здравствуйте. Я хотел бы узнать о вашем музее. Здравствуйте. Конечно, я рада помочь. Это музей искусств. Очень интересно. А какие выставки сейчас открыты? Сейчас у нас выставка современных художников. Можно ли сделать фотографии на выставке? Да, но без вспышки, пожалуйста. Спасибо за информацию. Сколько стоит билет? Обычный билет 400 рублей для взрослых. Для студентов и пенсионеров 250 рублей. А детям тоже нужен билет? Дети до 7 лет проходят бесплатно. Отлично. Я хочу купить один взрослый билет. Хорошо. Пожалуйста, ваш билет. Спасибо. Сколько времени занимает посещение музея? Обычно около 2 часов. Есть аудиогиды. Интересно. Аудиогиды на русском или на других языках? А у нас есть аудиогиды на русском и английском языках. Тогда я возьму аудиогид на русском, пожалуйста. Конечно, сейчас принесу аудиогид. Знаете, наш музей был открыт в 1957 году. О, я этого не знал. Это очень интересно. Многие экспонаты — работы московских мастеров. Я люблю искусство. Я из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Ваша фамилия связана с искусством? Может быть. В моей семье тоже были художники. Это замечательно. Может быть, вам понравится зал номер 2? Что интересно в зале номер 2? Там выставлены лучшие картины Васнецова. Спасибо. Я обязательно посмотрю этот залив. Если будут вопросы, подходите ко мне. Спасибо. Удачного дня вам
и хорошей работы. Спасибо. Хорошего посещения музея. До свидания. До свидания. Андрей, ты знаешь, у меня был странный опыт в Индии. Правда? А у меня наоборот, только хорошие воспоминания. Мне было трудно привыкнуть к жаре и шуму городов. В Дели на улице было очень много людей и транспорта. Да, Дели шумный город, но я любил уличную еду. Я тоже попробовала самсу, но потом заболел живот. Ох, бывает. Я всегда пил только бутылированную воду. Я не знала, что вода из-под крана опасна для туристов. В Индии советуют покупать воду даже для чистки зубов. Еще меня удивили коровы на дорогах. Так необычно. Я боялась переходить улицу. Машины, люди, животные. Это часть индийской культуры. Коровы считаются священными. А я там ездил на рикше, по узким улочкам. Я боялась рикши. Кажется, что они вот-вот перевернутся. Понимаю. Я сначала тоже волновался, а потом привык. Но, если честно, мне понравились индийские рынки. Очень ярко, много специй, фруктов, сувениров. У меня дома есть статуэтка слона с индийского базара. Ты купила что-нибудь на память? Да, красивый шарф. Очень яркий. Ручная работа. Кстати, в Индии любят яркие цвета. Это традиция. Я заметила, женщины в саре выглядят очень красиво. А еще я был в Агре и видел знаменитый Тадж-Махал. Я тоже хотела туда поехать, но не хватило времени. Очень жаль. Тадж-Махал строили более 20 лет. Ого! Я не знала. Это интересный факт. Андрей, почему тебе так понравилось в Индии? Я люблю новые впечатления и необычные места. Думаешь, мне стоит попробовать съездить еще раз? Конечно. В следующий раз будет лучше, обещаю. Если ты поедешь со мной, я согласна. Договорились. Вместе будет веселей и спокойнее. Оля, ты же уже мама. Я скоро тоже стану папой. Если честно, я немного волнуюсь. Что делать? Поздравляю, Дима! Это очень радостная новость. Не волнуйся, все получится. Первый ребенок — это счастье. Спасибо, Оля. Но вдруг я что-то сделаю не так? Так думают все будущие родители. Это нормально. Важно поддерживать жену и слушать ее. Я стараюсь помогать Катюше по дому сейчас. Это хорошо. Совместная работа очень важна. Как научиться быстро менять подгузники? Сначала сложно, но практика — лучший учитель. Через пару недель
Ты все сможешь делать с закрытыми глазами. А если ребенок будет плакать ночью, что делать? Обычно помогает укачивание на руках или тихая песня. Катя любит колыбельные. Я попробую напеть что-нибудь. Кстати, в России популярна песня «Спят усталые игрушки». Да, бабушка ее пела мне в детстве. Вот видишь, традиции передаются. Это приятно. А как находить время для себя? Стоит обсуждать это с женой и иногда делать небольшие перерывы. Например, гулять на свежем воздухе хотя бы 10 минут. Иногда мне кажется, что все изменятся навсегда. Жизнь действительно меняется, но он становится ярче. С ребенком узнаешь мир заново. Все становится новым. Это звучит здорово. А как не поссориться из-за усталости? Нужно общаться между собой и интересоваться, как у кого дела. Маленькие сюрпризы или просто чай вместе очень помогают. Может, стоит научиться делать блины? Катя любит их. Отличная идея. В России блины — символ уюта и тепла. Спасибо за советы, Оля. Теперь я чувствую себя увереннее. Зови, если понадобятся еще советы. Ты все сможешь, Дима. Спасибо. Теперь я жду встречи с малышом с радостью. Это будет прекрасное время. Ты станешь хорошим папой. Добрый день. Я ваш гид по путешествию в Австралию. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я очень рада. Очень приятно, Анна. Все начнется завтра утром. А где мы встретимся? Мы встретимся здесь, у офиса, в 8 часов. Я поняла. Что будет первым пунктом маршрута? Сначала поедем в Сидней смотреть оперный театр. Я всегда мечтала увидеть оперный театр. После экскурсии прогуляемся по гавани. Мост Харбор-Бридж очень красивый, особенно утром. Можно будет сделать фотографии. Конечно, у вас будет свободное время для фото. А какие еще города мы посетим? Мы поедем в Мельбурн, потом в Брисбен. Как мы будем передвигаться между городами? Мы летим внутренними рейсами. Билеты уже включены. Супер! А где мы будем жить? В каждом городе нас ждут комфортные отели. Будет ли у нас время на шопинг? Да, в каждом городе есть свободный день. Расскажите, что обязательно попробовать в Австралии? Советую попробовать мясо кенгуру и ламингтоны. А как обстоят дела с языком? Я только учу английский. Не волнуйтесь, я всегда помогу с переводом. Австралийцы очень дружелюбные и любят помогать. Хорошо. А погода там сейчас теплая? Да, сейчас лето. Температура примерно 25 градусов. Ну, звучит отлично. Я возьму легкую одежду. Правильно. И не забудьте солнцезащитный крем.
Спасибо. Очень полезный совет. И еще, в Австралии слева ездят машины. О, надо быть осторожной на дорогах. Не переживайте, мы всегда ходим группой. Спасибо. Теперь я спокойно жду поездки. Спасибо вам. Завтра нас ждет увлекательное приключение. Добрый вечер. Можно я помогу помыть посуду? Конечно. Спасибо. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Я Ольга. Часто отдыхаете в палатке? В прошлом году мы тоже ездили всей семьей. Здорово. Я первый раз в этом кемпинге. А откуда вы приехали? Я из Санкт-Петербурга. А вы? Мы с женой из Ярославля. Любите походы? Очень. Свежий воздух и костер. Это прекрасно. А вы часто бываете в таких местах? Ну, стараемся ездить каждое лето. Это традиция. Это отличная традиция. Здесь красиво. Да, особенно на закате. Вид на озеро чудесный. Вчера вечером я видела лису возле леса. Правда? Мы только белок замечали. А кто-то говорил, что здесь живут бобры. Да, я слышал об этом от местных жителей. Знаете, в лесу много грибов сейчас. О, вы собираете грибы? Я немного боюсь ошибиться. Главное знать съедобные. Белый гриб самый ценный. Я пробовала только маслята. Они вкусные. Мой отец всегда собирает подберезовики. Хорошо, что тут есть вода для мытья посуды. Да, удобство большое. И есть горячая вода. Я обычно мыла посуду в реке, когда была ребенком. Теперь в кемпинге все стало легче. А вы завтра тут останетесь? Да, еще одну ночь, а утром поеду домой. Понятно. Жаль, что каникулы быстро проходят. Да, приятно отдохнуть. Но скоро работа. Ну что, все чисто. Посуду оставим тут сохнуть? Думаю, да. Спасибо за компанию и беседу. Спасибо вам. Приятного вечера, Ольга.